Привет, я Стас Давыдов. Так случилось, что мне прострелили колено, поэтому сегодняшний выпуск я проведу на одной ноге. Не то чтобы я этим что-то кому-то докажу, но на двух стоять не очень приятно. Первое видео прислал ЛПС Мигами, и оно набрало лям просмотров всего за 3 дня. Oh my god! Trampoline! Trampoline! Oh my god! Oh my god! Сегодня в Шотландии шторм. Ожидается сильный ветер с порывами до 300 км в час. Местами трамплины. Да, сам вижу, что это батут. Но трамплин веселее. И никто не виноват, что оно у них там так называется. Oh my god! Trampoline! Trampoline! Сначала я был весь такой... Но потом прокатился трамплин, и мне стало... А потом я посмотрел это видео еще 15 раз. А потом я перестал стоять на одной ноге, потому что стрела выпала. Такие дела. Oh my god! Trampoline! Trampoline! Этот парень реагирует так, как будто мимо него первый раз в жизни трамплин прокатился. Oh my god! Oh my god! Беги, трамплин, беги! Oh my god! Trampoline! Trampoline! Oh my god! Папа, подари мне трамплин! Хорошо, сынок, но если будешь себя плохо вести, Дед Мороз заберет его обратно. Идет медведь по лесу, видит трамплин катится, сел в машину и сгорел. Oh my god! И это хорошо. Очень смешное видео из Германии прислал Веснушки. Наверное, вам хочется узнать, что такого смешного происходит в этом вагоне. Рад бы рассказать, но проблема в том, что за 3 минуты видео я тоже так ничего и не понял. Люди едут и просто смеются. И еще смеются. И еще смеются. Короче, вчера башек с мобилы считал, ржали всем вагоном. Жаль, что у них там столов в вагоне нет. Люблю символизм. Мои друзья-наркоманы рассказали мне, что если курить траву в машине и закрыть окна, то можно накурить еще и пару подружек, которые там просто так сидят. К чему это я вообще? Так вот, наверное, у этих немцев там тоже веселый Газенваген. Трава! Пара-па-па-па! I'm loving it. Странно, вроде немцы ржут по-русски. Хотя, когда я так ржал в автобусе, на меня все смотрели как на идиота. Прямо как вот эта девочка. Не понимаю, как она удержалась. Вот включите видео, посмотрите все 3 минуты и попробуйте не улыбнуться. Только учтите, смех без причины — признак дурачины. А потом они все умерли. И это хорошо. Третье видео прислал просто юзер 204. Как вы знаете, недавно вышел Battlefield 3. Так вот, говорят, игра очень реалистичная. Пересказываю для тех, кто не успел рассмотреть. Он на ходу выпрыгнул из самолета, выстрелил в противника из базуки и залез обратно в самолет. Совсем как в жизни. Как говорится, impossible. В Battlefield управлять самолетом уже непросто. А этот чувак так вообще молодец. Слышите? Где-то там Чак Норрис аплодирует стоя. Если бы он играл в Battlefield, то он делал бы так же. Только бил бы не базукой, а ногой с разворота. Сколько силы воли в этих пальцах геймера, жмущих клавиши. Не исключено, что в жизни этот герой подтянуться ни разу не может. Да и пофиг. Всем вас, пацаны. Когда-то я прыгал с самолетов, как и ты. Но потом, ну вы поняли. А вообще, индийское кино посмотришь, такому удивляться перестанешь. Зато музяка в этом видео беспроигрышная. Я аж расплакался, когда услышал. И это хорошо. Вопрос прислала Джоан Дарлинг 1. А как ты собираешься отметить этот Новый год? Ну чё, чьей хате в этом году конец? Свои интересные ответы оставляйте в комментариях здесь на ютубе. На этом все, с вами был Стас Давыдов, подписывайтесь, ставьте лайк, а видео на обзор присылайте вот сюда, в раздел на обзор. Итак, что у тебя лучше всего получается делать своими руками? Он залезает ментам на машину. Голый мужик, он демонстрирует всем свои яйца. Голый мужик, он залезает ментам на машину. Голый мужик, он
А как вы собираетесь отметить этот Новый год? Ну чё? Ну чё, как вы собираетесь? Чё, где бухаем? У кого бухаем?